Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall Haval. В сегодняшнем видео будет дизельный ховер H5, значит, со следующей проблемой. Ну, хозяин, в принципе, как бы изначально озвучил тот момент, что мы, говорит, сами немножко подзапустили этот мотор. Надо было, говорит, изначально, говорит, ехать к тебе, но что-то там как-то не срасталось. В итоге кушает масло, поддымливает, работает, говорит, плохо. Ну а что там было, смотрите дальше. По пробегу у нас здесь получается 164 тысячи. Автомобиль, в принципе, у нас заводится, работает, но выплевывает антифриз. Сейчас мы продемонстрирую. Заводится очень туго. Вибрации такие прям, не знаю. Собственно, вот так он работает. Прям ужасно, честно говоря, работает. Звук мерзкий. Что-то здесь где-то подтеки масла. Как хозяин и сказал, говорю, у него течет антифриз. Бачок расширительный, точнее говоря, забивает его, и все. Ну, тут уже что-то все переделано. Мы будем разбирать сейчас, будет более-менее понятно. Ну, звук прям, ну это ролик какой-то гудит, скорее всего, приводной. Сейчас скинем приводной ремень и посмотрим. Тут вот у нас что-то солярки полный развал, блин. Скорее всего, отсюда же где-то что-то и текло, потому что все сырое. Ну, как-то занимательная математика. Здесь у нас прокладочка подтекает, в постели, по-моему, тоже подтекает. Турбинка уже тоже приехала. Ну, собственно, одну течь мы нашли. Здесь сальник распредвала маленько подтекает, но это не критично. Здесь из-под впускного коллектора текло все. И из-под прокладочки давит у него. Все очень так душевно. Ну ладно, разбираем дальше. Тут вообще все как-то так вот на сопельках сделано. Здесь надо будет фишку перепаять. Здесь вот так вот провода торчат. Здесь мотор весь так уделан знатно. Ну ладно, разбираем дальше, там будет видно. Серега опытный мужик, он мне дает советов много. Да, бывает и вот так закисают форсунки, поэтому приходится их долбить таким маленьким обратным молоточком. Красота. Вот добрались, значит, до постели распредвалов. И не могу снять распредвал, не могу понять, что это такое. Здесь сальник стоит. Вот он. Откуда он здесь взялся? Да хрен его знает, откуда он здесь взялся. Вот сейчас будем пытаться это все выкорчевывать отсюда, блин. Ну, этот автомобиль мне нравится все больше и больше. Тут уже живого не осталось. Ровным счетом ни хрена. Весело, блин. Вот сняли мы головку блока цилиндров. И от хона здесь, да даже названия нет. Здесь уже действительно превратилось в зеркало все. По четвертому цилиндру видно, по поршню четвертого цилиндра прекрасно видно, что он весь в налете масляном. В принципе, и по всем остальным поршням это прекрасно видно. Ничего мы здесь нового для себя, в общем-то, не увидели. Блок поедет в гильзовку. Вот. Сейчас вытаскиваем блок и продолжаем работать дальше. Ну что ж, мотор извлечен. Как вы можете видеть, он весь обоссан у нас маслом со всех щелей. Сзади тут текло, похоже, мама моя. По сцеплению тут надо будет сейчас смотреть, что-то как у нас.
потому что я не знаю, кто это такой. Это сцепление, скорее всего, не оригинальное, хотя и видно, что с оригинальным номером, но сцепление фуфельное. Хотя втулка вроде держится. Ну, не знаю, надо разбирать, смотреть. Оно, по-моему, без демпфера. Вот. Сейчас мы его опускаем и будем разбирать. Тут вот сейчас заметили еще, мотор опустили, начал вытекать антифриз и потекло масло. Причем масло, когда заметили еще, что оно потекло, когда сливали масло с картера. То есть там тоже такая беда была. Я думаю, что, скорее всего, здесь масло пошло уже в систему охлаждения. Судя по вот этому ежику на датчике положения коленвала, там уже в моторе все не очень хорошо. Итак, что мы видим? Значит, поддон уже переклеивался, серый герметик. На маслоприемнике мы имеем вот такую красоту. Вот этот вот Achtung. Я боюсь даже представить, тут уже и в самом поддоне тоже что-то все блестит. Не знаю что, но скорее всего это тоже алюминиевая стружка. В общем, сейчас будем разбирать дальше. Дальше, смотрю, веселее. Снял вот сейчас маслонасос. И здесь вот такая красота. Износ просто бешеный. Просто бешеный износ. И на роторе, и на шестерне. В общем, здесь, я так думаю, что все будет печально дальше. Так, то, что сюда лазили, мы уже поняли. По цвету герметиков, опять же, коричневый. Синий даже очищать до конца не стали. Ну да ладно, бог бы с ним. Смотрим. Я не могу понять, сначала протираю. Мне накернить надо. И протираю, и вижу следующую картину. Вот здесь 3 риски на шатуне. Там 4 риски на шатуне. Здесь 2 риски на шатуне. И здесь у нас 1 риска на шатуне. Я так понимаю, что тот, кто их кто-то метил же. А тот, кто собирал, на эти риски как бы, в общем-то, и не смотрел, по большому счету. То есть, получается, на первом цилиндре у нас стоит с 3-го цилиндра поршень, на втором с 4-го, на 3-м со 2-го и на 4-м с 1-го. Ну, блин, молодцы. Итак, сняли постель коленчатого вала. И что мы здесь видим? То есть первый цилиндр у нас уже вкладыша в плохоньком состоянии. Второй еще хуже. Между 2-м и 3-м тут вообще все плохо. Там дальше все тоже печально. Здесь у нас картина, в принципе, не лучше. Вот. Но самое грустное, на самом деле, вот здесь вот у нас. Вот эти вот риски, они очень хорошо ощущаются пальцем. И в 0,25 мы здесь стопудово не выйдем, потому что глубина рисок здесь под миллиметр почти. Вот здесь вот есть прям, я вам сейчас покажу. Барабанщики у нас приехали, блин. И из-за них теперь слышно, наверное, плохо. Но вот здесь вот, я говорю, очень, вот это вот риска. Сейчас возьму отверточку. Вот эта риска, она очень глубокая. Восстанавливать это смысла нету. Коленчатый вал уходит под замену. Собственно, вот отмыл оставшиеся вкладыши. Тут вообще все печально на 4-м. Коренные тут, так как они не нагружены еще более-менее, но шатунные нагружены уже здесь все по большому счету в труху. Ой-ой-ой-ой. Вечер перестает быть темным. Итак, извлекли поршня. Вот здесь его аж закусывало. Печально. Здесь такая же история, закусывала поршня. Да. Вообще, на самом деле, грустное состояние всего этого безобразия. Сейчас.
очень грустное состояние всей поршневой. Это я сейчас еще прошелся очистителем карбюратора. То есть колец здесь уже нету, от слова совсем. Поршня изношены. Сейчас мы перевернем блок и покажем вам, что там в цилиндрах самих. Что мы видим по состоянию цилиндров? Здесь у нас вертикальные задиры. Здесь вертикальные задиры. Здесь задрано. Он весь просто вот весь в круг, весь задранный. То есть блок однозначно гильзовать. Но при всех этих повреждениях, что здесь есть, я, честно говоря, смысла не вижу в ремонте этого мотора. Потому что сейчас пошатал поршня относительно шатунов. Там люфт неимоверный. Скорее всего, втулкам шатунов уже тоже плохо. Это все дело не перевтуливается. То есть это новые шатуны. То есть по факту здесь останется старый блок. Я не знаю, смысл какой вообще от этого мотора тогда. Я не очень понимаю. У нас пришло 2 мотора. Для вас это были мгновения. Для нас это было 2 месяца ожиданий. Сейчас мы приступаем к сборке, потому что у нас 2 автомобиля ждали эти моторы. Сейчас приступаем к сборке. Сегодня уже соберем оба мотора. Дальше тоже немножко покажу. Уже, в принципе, показывал, но сейчас еще кое-что расскажу. Итак, собственно, вот он наш двигатель. То есть это полностью оригинал. Все как и полагается. Что сейчас будет делаться? Здесь у нас при транспортировке немножко повредили эту штуку. Замяли. Ну, в принципе, нам по барабану. Потому что здесь все равно будет заглушка. Ничего страшного. Можно выправить. Теперь вот этот вот сосок мы сейчас выбьем. У нас в комплекте есть заглушечка. Это под EGR. EGR на машине все равно не будет, поэтому это мы убираем. Значит, наша задача сейчас перебиваем вот здесь заглушку. Потом переделываем по аналогии с праворульными автомобилями. Вот здесь заглушку выбиваем, ставим штуцер. Естественно, сюда у нас пойдет новый датчик, новый вакуумный насос. Владельцы H5 прекрасно знают, как будет геморройно его поменять в случае, когда все это установлено, так как это стоит слишком близко к моторному щиту. Вот, значит, ну, естественно, все это сделаем. Здесь поставить термостат и прочее, прочее, прочее. Здесь у нас остается, значит, помпа. Ну, шкивы это родное будет все. ГРМ новый. Масло, фильтра. Ну, я говорю, сейчас будем собирать. Я все это покажу. Турбина у нас здесь после ремонта. То есть, по факту, это будет очень даже новый мотор. Турбина после ремонта. Форсунки после ремонта. В общем, ездить этот автомобиль будет теперь уже очень долго и очень счастливо, я думаю. И никаких проблем у нас с ним не будет. Итак, смотрите, здесь у меня уже подсобрано. Да, теперь моя задача какая? Мне надо проверить работу маслонасоса. Прокачать масло по системе перед первым пуском — это прям обязательная вещь. Да? Как это можно сделать? Вот теперь берем, допустим, в нашем случае шуруповерт. Ставим. И плавненько начинаем вращать. Вот, пошло сопротивление. Начинаем понимать. Увеличиваем. Оп. Все, я прям чувствую сопротивление. До тех пор, пока у вас не начнет, грубо говоря, булькать из-под клапанной крышки. Вы это тоже услышите. Сейчас это менее заметно, просто я не могу и снимать, и собирать. В общем, система у нас уже прокачана. Масло нигде не течет. Тоже убеждаетесь о том, что у вас масло нигде не течет. И теперь ваш мотор будет запускаться. Вот, слышно. Теперь ваш мотор будет запускаться уже не на сухую, а уже прокачанный маслом. Так, итак, мотор мы собрали, сцепление повесили, все патрубки сделали. Сейчас в таком виде все это будет внедряться вот туда. Сейчас только выжимной еще поменяем, и все. Ну вот, собственно, двигатель мы запустили, все нормально. К двигателю претензий никаких. Но компрессор кондиционеров воет со страшной силой. Он и раньше-то, в принципе, воющий был. А сейчас это вообще какой-то пипец.
Ну, я говорю, а по мотору, я, говорю, даже звук не могу вам продемонстрировать. Звук этого кондиционера забивает все вообще, все, что можно было. Поменяли мы подшипничек в кондиционере. Теперь все работает тихо, приятно и прям вообще радостно. Ну а на этом все с этим автомобилем. Подойдем итоги. Итак, ну, в общем-то, мы все показали. Что, мне здесь сказать нечего. Замена двигателя здесь была достаточно, скажем так, наверное, грамотным и правильным решением. Зато хозяин теперь знает, что у него стоит абсолютно новый мотор, и он может ездить на нем теперь долго и счастливо при правильной эксплуатации. Рекомендации по эксплуатации мы, естественно, дали. Вот. По сцеплению хотел бы еще раз пройтись. Очень много у нас продается такого паленого сцепления, которое при установке начинает грохотать, как будто у вас второй дизель где-то вот в проеме вот здесь. Как правило, это начинает диск с корзиной, неправильные выжимные, ну, в общем, много всяких разных факторов. Вот это вот то говёное сцепление, которое продают. Если, говорю, необходимо, говорю, пишите нам, я говорю, мы вам либо привезем, либо из наличия продадим. У нас есть хорошее сцепление, которое мы возим напрямую из Китая, то есть это оригинальные комплекты. Вот. Ну, а на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем всегда отвечу, всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.